Младенец уже был готов к погребению, когда произошло нечто невероятное. Мать держала его крошечные ручки в последнем прощании, но словно по чуду почувствовала, что он пошевелился. Сначала ей показалось, что это всего лишь иллюзия, но то, что произошло дальше, всех поразило. На рассвете того промозглого воскресного утра Елена сидела неподвижно перед открытым детским гробом. Комната была наполнена глухим шепотом, едва слышными рыданиями, капающими слезами и затихающими молитвами. Все происходящее казалось ей чужим сном, сцена из кошмара, который принадлежит не ей. Внутри было лишь одно — пустота, которую ничто не могло заполнить. Перед ней лежал Николас, ее сын, ее малыш, ее дыхание и смысл. Ему не исполнилось даже 11 месяцев. Его тело казалось таким крохотным, хрупким, почти нереальным, словно фарфоровая кукла в белом гробу. Рядом стоял ее муж Даниэль, бледный, не в силах отвести взгляд от лица ребенка. Он медленно гладил ладошку Николаса, словно пытаясь удержать в себе последнее осязаемое воспоминание о прикосновении к нему. Они ждали этого ребенка так долго. Его первые шаги, первые звуки, смех — все казалось чудом. И теперь все это было отнято. «Прости», — прошептала Елена, наклоняясь к малышу. «Я не смогла тебя уберечь». В этот миг она вновь сжала его ладошку и ощутила нечто странное, едва заметное, почти призрачное движение. Она отдернула руку, моргнула несколько раз, сердце забилось сильнее. «Наверное, показалось. Просто память, тепло», — подумала она. Но когда ее пальцы снова коснулись его руки, движение повторилось. Елена застыла. «Даниэль, он сжал мою руку?» Муж уставился на нее потрясенный и тут же сам наклонился. Он коснулся лба ребенка и замер. «Елена, он теплый. Я чувствую, он не холодный». Удивление на лицах близких сменилось тревогой. Некоторые родственники подошли ближе. Один осторожно прикоснулся к щеке малыша и прошептал: «Это невозможно. Он теплый». Елена трясущимися руками снова взяла сына за ладонь. На этот раз она ясно ощутила. Он ответил. Слабо, но несомненно. Его пальчики двигались, словно цепляясь за мать. В комнате началась паника. Кто-то закричал. Бабушка упала на колени и начала молиться. Кузен выскочил на улицу звать на помощь. Елена не отрывала взгляда от сына, повторяя: «Он жив! Я чувствую, он жив!» В аптеке на углу работал их сосед. Ричард, фармацевт средних лет, уважаемый в районе. Он услышал крики, выбежал на улицу и бросился к дому. Увидев происходящее, не задавая вопросов, он помчался обратно, схватил портативный монитор и стетоскоп. Вернувшись, он подключил прибор. В комнате воцарилась тишина. На экране заиграла едва уловимая тонкая линия, слишком слабая, чтобы назвать ее нормальной, но достаточная, чтобы Ричард воскликнул: «Он жив! Срочно вызывайте скорую!» Скорая приехала через 12 минут, и то, что зафиксировала бригада, поразило даже опытного фельдшера. Слабый, но настоящий пульс. Малыша подключили к кислороду и увезли. Родителей не пустили в машину. Санитарные правила. Но сердце Елены разрывалось. Как ее сын едет один, а она не рядом? «Даниэль», — шептала она в машине, следуя за скорой. «Нас чуть не заставили похоронить его заживо». В госпитале Святого Михаила их оставили в приемной. Прошло почти 40 минут, прежде чем вышла молодая медсестра. Она говорила спокойно, но твердо. «Мы стабилизировали его состояние.
Он на аппарате искусственной вентиляции. Но нам нужно понять, как и почему это произошло. Я понимаю, вам страшно. Но, пожалуйста, доверьтесь нам». Елена не могла поверить. Ее сын жив. Но как это возможно? Ответы начали появляться на следующий день, когда в госпиталь пришли полицейские. Они опрашивали родителей, врачей, медсестер. Под давлением началось внутреннее расследование. Оказалось, что 3 суток назад, когда Елена впервые привезла сына с высокой температурой, их осмотрел доктор Мануэль Ривера, молодой врач на дежурстве. Он даже не посмотрел на ребенка, рассказывал Даниэль следователям. «Мы ждали 3 часа, пока он вызвал нас. Все время сидел в телефоне. Сказал, это простуда. Купите сироп, сбейте жар». На следующий день, когда состояние Николаса стало критическим, они вернулись. Но было поздно. Врачам удалось лишь временно стабилизировать его. Через несколько часов объявили смерть. «Но он не умер!» — закричала Елена, услышав вердикт. «Он не умер. Мы чувствовали тепло. Он сжал мою руку. Его сердце билось». История вызвала широкий резонанс. Местные новости подхватили ее почти сразу. В социальных сетях начались обсуждения. Под окнами госпиталя появились первые плакаты. «Дети, а не статистика. Требуем справедливости». Доктор Ривера был временно отстранен, затем задержан. Выяснилось, что на него уже поступали жалобы за халатность. Его лицензия была приостановлена. Спустя 2 недели Николас впервые открыл глаза. В ту ночь Даниэль держал его на руках, тихо плача. Елена сидела рядом, гладила сына по волосам и шептала: «Мы тебя не отпустим. Никогда». Ребенок улыбнулся, слабой, кривой, но настоящей улыбкой. История семьи стала символом борьбы за ответственность в медицине. Она облетела всю страну. Врачи из других городов обсуждали ее на профессиональных форумах. Министерство здравоохранения назначило внеплановую проверку всех приемных отделений. Но для Елены и Даниэля все это было лишь фоном. Главное, их сын жив. Каждый день они учили его заново — есть, держать игрушку, издавать первые звуки. Каждый шаг теперь был бесценен. Когда суд вынес приговор доктору Ривере, 6 лет лишения свободы за халатность, поставившую под угрозу жизнь пациента, родители не испытывали радости. Им не нужна была месть. Им нужна была справедливость. Теперь по ночам Елена часто просыпается и идет к кроватке. Смотрит, как Николас дышит, и кладет ладонь на его руку. Когда он слегка шевелится во сне, она улыбается. Это движение навсегда останется для нее тем самым чудом. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.